Внезапно из унитаза вылезла голова какого-то жуткого зомби. От страха Эдвард выронил смартфон из рук и в панике побежал прочь. Я бы тоже побежал. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в видосик крутого папы про скибиди туалет. Да, до него этот тренд тоже добрался. Вышел буквально видос недавно, 3 часа назад, если точнее. Так что с пылу, с жару смотрим, ребята. Паренек по имени Эдвард Ходил по улице и вызывал у Декарта зависть. Нифига какой вкусный тортик. занимался съемкой жестоких, но ржачных пранков. А, это я не одобряю. Его грязные шорты смотрели по всему Роблоксу. Кошмар. И набирали кучу просмотров. 534 и лайка. Ты что? 22 тысячи, ничего б я так жил, ничего себе. И он решил заснять свой самый Но, конечно, контент ужасный, да. безбашенный видосик. Такое нельзя снимать. Жертвой нового пранка стала Да девчонка вообще, по ты что, имени сдурел, что ли? Стейси. Дайте ему по Шорты башке. Эдварда смотрели даже копы. Копы, смотри, копы такие подписаны на YouTube Shorts с Было пранками. Да. очевидно, что в этот раз парень перешел все границы дозволенного. По На-на-на, я горячим согласен. Стражи Это самый подходящий момент сказать на-на-на. правопорядка Этому малолетнему дурачку. задержали горе-блогера Да. с поличным и повезли О, в полицейский участок. Теперь Несколько будешь часов наказан. Эдвард провел за решеткой. Но после приезда родителей его отпустили. О, Киркоров, что ли? Чё твой сынуль творит, а? Совсем избаловал, а? Я понимаю, знаменитости и все такое. Вон, с Пугачевой пришли. Хотя они уже не вместе, но неважно. Реально похоже, по-моему. Так. Конечно, не за просто так. Его отчиму О, Сэму все, как смотри, как заблестели глазки-то. пришлось заплатить крупный штраф. Ах ты ж продажный Эдвард коп. понимал, Продажная твоя полицейская шкура. что в его жизни наступила черная полоса. Не, ну Но такое тут бывает, чувак, когда ты... Его взгляд упал World на of монитор Tanks. полицейского. И любопытство А, взяло верх. сейчас будет реклама, я К понял. сожалению, Эдварда ждало неминуемое наказание за его проделки. Все, не-не-не, Филипп не любит World of Tanks. Он патриот Роблокса, он играет только в После Roblox, этого как случая настоящий мужик. отчим еще Какие больше там World of возненавидел Tanks? Эдварда. И в наказание решил отправить пасынка в деревню к бабушке с дедушкой. Эдвард был ужасно недоволен. Ну Но да, деваться было некуда. скучновато там будет, наверное, да? Путь в Старая деревню деревня. был очень долгим и скучным. Парень решил позалипать в шорцах. Но И тут он открыл канал до Факбума такой, скиберить доп-доп-доп, yes. И тогда батя забрал у него уже телефон ему навсегда. ужасу обнаружил, что в Опа! такой глуши сотовая связь совсем не работала. А, Эдвард вот это не тебе представлял, повезло. как можно жить без интернета. Да, вот так можно. Я как-то жил, и ты поживешь. И ты поживешь. Я тоже как-то жил раньше Как без теперь интернета и не ему развалился. выкладывать свои пранки? Да. Пока он был в Будешь это на деревьях расписывать сюжеты своих пранков. раздумье, Дурила. тачка наконец-то доехала до места О, назначения. смотрите. У нас тут Эдвард животные. вышел, но прощаться с ним никто не стал. А где скибиди туалет? Я не помню, что, в деревне что ли будет? Деревенский скибиди туалет? Серьезно? Пожелав родителям всего хорошего, он пошел в сторону дома. Ну давай, посмотрим. Эдвард постучался в дверь. Стучись. родной. Оказалось, что она открыта. Так, и что там будет? Парень О, зашел. паутина, нифига, тут, конечно, обстановочка. Внутрь. Обстановка в доме была жуткой и неуютной. Тебе как будто что-то прищемили, там просто дверь закрылась, чувак. Можно было подумать, что здесь уже давно никто не живет. Так это ж дом Грэнни, он к Грэнни пришел, по-моему, да? Его бабушка это Грэнни, реально. Оглядываясь по сторонам, Эдвард начал звать Бабушка? бабушку и дедушку. Бабушка! Но ему никто не отвечал. Встреча с бабушкой была неожиданной. Реально Грэнни такая чисто, да? Эдвард поздоровался, но Мана-мана. старуха не обращала на него Кто так никакого здоровается? внимания. Кто так здоровается с При бабушкой? этом она закидывалась какими-то таблетками. А, успокоительный пьет. Так. Когда парень взглянул на банку в ее руке, У вас тоже увеличительное стекло на такие случаи всегда с собой в кармане? Ну, у меня всегда, я думал, я такой один, оказывается, вот еще есть, да. Да. ему стало Определенно. все понятно. Бабка была под воздействием успокоительных. Ох, и разговаривала, она кряхтела, как какой-то, по-моему, молодой пацан. Эдварду сразу же пришла отличная идея. Так. Так как старуха была как овощ и ничего не понимала, Можно было дать ей в руки огурец и помидору, сказать, смотрите, овощ, овощ и овощ, да, и она стала выложить как пранк. идеальной жертвой для новых Серьезно? видосиков пранкера. Ну ты дурак, Парень вообще. решил воспользоваться ситуацией на Кардинально не одобряем такое поведение. полную катушку и заснять шорты про запас.
Своим Допустим. первым днем в деревне Эдвард был очень даже Не, ну вот эти рога бы тебе бы повесить на башку. доволен. Дурак малолетний. Наступила ночь. Перед сном Эдвард пошел в туалет. Унитаз был очень старый. О! Боже, серьезно? Это сейчас будет скибиди туалет? Реально? Да. И Прекрасно, грязный. окей. Парень пнул его, обозвав вонючкой, после чего справил в него нужду. Довольное облегчением, он Вот это пошел кнопка. спать. Слива. Внезапно из туалета раздались Ну-ка. странные Давай. звуки Давай. бульканья. Эдвард решил посмотреть, что там О, происходит. а там весело. Там то, что сделает тебя знаменитым, Эдвард. Вот реально. Все твои пранки забудь. Вот это надо снимать. Он зашел в туалет и увидел, Так. что с унитазом происходит какое-то кошмар. необъяснимое явление. Какой ужас. Чтобы не упустить крутой кадр, блогер достал смартфон Это крутой и кадр? приступил к съемке. Это пранк кого? Работников канализации, которым придется потом приходить и за тобой все вычищать? Это ж как туда надо было, какую бомбу туда надо было сбросить, мой родной, чтобы там вот так все засорилось? Внезапно из унитаза вылезла голова какого-то жуткого зомби. От страха Эдвард выронил смартфон из рук и в панике побежал прочь. Ну я бы тоже побежал. Монстр-унитаз начал преследование. О, все, телефона нет, не будьте пранков. Испуганный парень спрятался под кроватью. Он до Жесть. последнего не мог поверить в реальность происходящего. Как Но он это прыгает. был кошмар Нашел. наяву. Унитаз быстро нашел свою жертву. Эдвард побежал вниз на первый этаж, пытаясь там скрыться от опасности. Внизу Бабуля, вы чё это самое? Вы полонием закидывались, прежде чем в этот туалет сходить? Дела сделать. Мне просто любопытно. Вы спали на урановых стержнях? у парня Как пришла это идея получилось? заманить монстра в ловушку. Как ваши старческие кекехи так мутировали? Мне Эдвард тоже подбежал ко интересно. входу в погреб и начал намеренно махать руками, Серьезно? привлекая внимание хитрый. унитаза. Давай, Монстр давай, в давай. ярости прыгнул в сторону парня яростный и попал унитаз. в ловушку. Он, конечно же, не прыгнул на тебя. Он прыгнул, естественно, правее, да, относительно тебя. Ну, потому что дурак. Потому что он унитаз. Откуда у унитаза мозги, правда? Эдвард захлопнул крышку погреба. Чё ты И как захлопнул? смог заблокировал А, выход. ну хоть так. Я Монстр уж думал. пытался выбраться наружу, Я думал, это всё. издавая жуткие звуки. То есть, вы мне хотите сказать, что он не смог вот этот пустой стол, Пуганный короче? Эдвард побежал в комнату бабушки. Там какая-то лама там какая-то на Он телевизоре. пытался ее разбудить, Бабуля! но из-за таблеток Вы чем она там покекали, спала а? крепким сном. Все это Слушай, время а злобный дай, короче, скибиди этому седативный препарат. унитаз продолжал попытки Ну, надо выбраться из успокоиться. погреба. Угомониться ему Эдвард надо, забился точно. в самый дальний угол комнаты и затих, Ага. прислушиваясь к жутким ударам монстра. Так Кошмар. он просидел очень долго. И А даже что этого монстра вообще энергии бесконечно, да? не заметил, Может он поспать как ляжет? уснул. Монстр, ляг тоже поспи. Наступило утро. Ух, Первой проснулась бабушка. какой прикольный Не птыч. вставая с кровати, она сразу же закинулась таблетками. Да, Вслед за слушай, у бабки интересная жизнь, я так понимаю. У нее там в расписании сделать что утром? Закинуться таблетками, днем закинуться таблетками, вечером покушать таблетками, да? Парень в истерике начал рассказывать ей о жутких событиях этой ночью. Но бабке было по барабану. Эдвард, Не, ну бабка прям жесткая какая-то, слушай. О, смотрите, мумий-тролль. Это так сложно говорить, что тебе нравится. это очень разозлило. Кровать иногда. Назло бабки, Спать на кровати, наверное, нравится. Скибиди туалету бы тоже понравилось, но он проспал в подвале. в всю ночь. качестве доказательства он решил выпустить монстра из заточения. Серьезно? Парень боялся, Бабка, что я докажу тебе, что я не врал. Вот, смотри, сейчас он нас всех убьет. унитаз Я был нападет и на прав. него. Поэтому, открыв люк, в ужасе отпрыгнул в сторону. А там никого, да? В ожидании появления монстра его потрясывало от страха. Вот сейчас вот интересно. Я понимаю, что там, скорее всего, уже не будет скибиди туалета. А куда он мог там деться? Но ничего не происходило. Парень осторожно заглянул в погреб. Ну-ка. К его удивлению, там никого не оказалось. Действительно. Ну а бабка, как ни в чем не бывало, сидела перед телеком и смотрела мультики из своего детства. Парень Нормально побежал бабка вверх тусит. на второй этаж. Чисто Там он в снотворные мультики. ярости вломился Весело, в туалет и классная жизнь. увидел, что унитаз стоял на том же самом Вау. месте. Эдвард психанул. Это интересно. В ответ раздалось бульканье. Ты зря. Унитаз как будто бы его затроллил. Ты зря психанул, дружище. Без интернета дома было скучновато.
Эдвард смотри. решил прогуляться по деревне. Что происходит? Я так понял, там вот как в анимации Game Toons, наверное, там какой-то чел мигрирует из унитаза в унитаз, да, и головой там такой выглядывает. Жители соседних домов смотрели на проходящего Только как унитаз на место встал тогда тоже незнакомца вопрос. косыми взглядами. Они были явно ему не рады. Это Фриск из Undertale, что ли, Парень стоит? также обратил Постаревший внимание на то, что у каждого дома стоял знак с перечеркнутым монстром. Мы не любим здесь мистера Бина. Это шоу говно, да? Типа, что это? Это Роуэн Аткинсон, по-моему. Это вообще не похоже на то чудо, которое вылезло из туалета. Унитазом. Эдварду было о чем задуматься. Продолжая Да. свою прогулку, парень дошел до места. Я, кстати, люблю мистера Бина. На если что. автозаправке. А то кто-то сейчас как перевозбудится. А, мистер Бин не говно. Нет, мистер Бин хороший шоу. Мне Внутри нравится. здания стоял старый телефонный аппарат. Эдварда это очень обрадовало. Теперь он мог дозвониться до родителей. Как здорово. Парень забросил монетку и начал набирать номер Ты им мамы, тоже расскажешь свою удивительную который историю? он да? помнил наизусть. Они вряд ли поверят. В этот момент родители Эдварда сидели в кафешке. Мгм. Звонок с незнакомого номера Неизвестный номер. выглядел подозрительно. Поэтому трубку взял отчим. Так. Эдвард начал умолять отчима забрать его домой. Так как в доме бабушки орудует Он реально это рассказывает. Он реально это рассказывает. О, а этот дед, он сейчас, смотрите, на него камера идет. Он знает какую-то тайну этого скибиди-туалета, так как он давно живет в этом городе. Он все наслышан обо всех легендах, страшных загадках здесь, да? жуткий унитазный монстр. Опа. Отчим решил, что все это очередной пранк Ну еще бы. разгильдяя Эдварда. И просто положил трубку. И говорит потом, наш сын сошел с ума, а ты единственная моя. Парень продолжал говорить. Смотрите, сколько хлеба, кстати. Но когда Прикиньте, сейчас услышал будет скибиди хлеб. Скибиди туалетный хлеб. Будет трансформация монстра. куски конца связи, Я бы не удивился. в ярости начал ломать старый телефон. Ты дурак, что ли? Это что, твой телефон, что ли? Чуть было не расплакался. Тебе сейчас дед как Но влепит. услышал, что его зовет работник бензоколонки. Ты чё мой телефон ломаешь, мелкий говнюк? Сейчас заставлю выкупить весь мой хлеб, сожрать. Будешь потом на своем скибиди туалете дрестать сидеть. Дедок попросил подойти его Так. поближе. Сейчас расскажет И он начал легенду. рассказ Ну-ка о давай. проклятии пранкера. Чё, реально, я прям предугадал, как все жестко. А? Я не смотрел, честно. Но я просто, я знаю примерно, как развиваются такие. Оказалось, что дед Так, Эдварда, Билл, постоянно устраивал пранки по всей деревне. Это Николай Соболев, что ли? Это первое видео Рокомакафо? Что происходит? Однажды Что он за бил? пробрался на поле с коровами и покрасил их в красный цвет. А, В другой классный пранк. раз он а что это коммунистический пранк или что? А в чем соль пранка-то, я понять? подкрутил тормоза местного трактора. А, этот смертельный пранк, понятно. Ну, тоже замечательно, да. Нет, на самом деле, это ужасно. Что он делает? Из-за чего тракторист врезался в вышку сотовой связи. А, и теперь ты без интернета И с сидишь. тех пор Классно. вся деревня осталась без интернета. Фриск, он без интернета сидит. Хотела с Сансом попереписываться, постаревшим. Но самый чтобы главный он ей пранк шутки Билл рассказал. решил проделать на своей любимой жене. А, Дед-приколист обмазался маслом и залез в унитаз. Чтобы в самый- крутой папа, ты серьезно? Обмазался маслом и залез в унитаз? Ну да, если обмажешься маслом, это, конечно, поможет туда пролезть. Да, однозначно. Все наши деды и прадеды пробовали это делать, и у всех получалось. Неожиданный естественно. момент напугать бабку. В Вау. итоге что-то пошло не по плану. Билл не только не пранканул свою старую По-моему, бабка сейчас очень хорошо его пранканет, мне кажется. Лучший пранк был. но и сам не смог выбраться обратно. Вот как тебе такой пранк, Билл? Наслаждайся. Пор старик Билл Боже мой, какой трэш! Я не ожидал, что такой будет сюжетный поворот, ребята. стал появляться только по ночам в виде скибиди туалета. Первой жертвой монстра стала, конечно же, его бабка. Господи. Окей, я понял. Хорошо. Так, осталось 40 секунд. Я смогу. Но Я затем смогу. скибиди туалет начал терроризировать и Пережить остальных это. жителей деревни. Привет. Теперь Так, с Богом. Yes. Эдварду стало понятно, почему Да. его бабуля все время принимает успокоительные. Парень был в полном шоке, что унитазный монстр — это его дед под проклятием пранкера.
Нормально к деду в гости приехал, да? Представляете, приехали вы к деду в гости, а там скибиди туалет. Придя в себя после Вот так. такого жуткого рассказа, Конечно, такое себе Эдвард событие в спросил жизни. заправщика, можно ли спасти деда от проклятия. В ответ автозаправщик лишь молча Ну-ка. пожал плечами. Да пойду тогда дальше спать у тебя посреди магазина. А что еще делать? Ну что ему ответ делать, я, конечно, не раздалось знаю, а вам бульканье. нужно кликнуть вот сюда, Унитаз потому что как тут будто тоже бы его моя реакция на затроллили. крутого папу. И если вам здесь понравилось, Из то и интернета здесь дома тоже было логично скучновато. предположить понравится. Эдвард Так что решил всем счастливо, прогуляться удачи и по пока, деревне. и увидимся вот тут.